Очень быстро пролетели эти несколько дней, которые я провел на этом острове. Могу сказать следующее. Во-первых, это очень хорошо защищенные бухты. При северном ветре здесь одно удовольствие. Но когда ветер начинает заходить вот так потихонечку, видите, такая легенькая рябь. Начинает уже покачивать так кораблик. Это мелочи жизни. На сегодня попутный ветер, чтобы перейти на другой остров. Кет Айленд. Почти 70 миль. 68, что ли, отсюда. Очень красиво. Я думаю, мой сосед тоже сегодня перейдет. Потому что завтра ветер зайдет и будет прям вот оттуда. Если там видно вдали такие вот волны, риф, конечно, защищает, но когда ветер будет 25, это уже не поможет. Сходил я на берег несколько раз, обошел весь остров. За 1,5 часа все поселение можно обойти и посмотреть. Рестораны, ну так скажем, сильно преувеличены. Мне показалось, что здесь... Ну, конечно, грустно об этом говорить, но лет через 30 никто жить не будет уже. Может, я ошибаюсь, может, наоборот. Много домов пустых. В путь. Не будем затягивать ни секунды. Ветер 20 примерно, 15. Бим Рич, то есть ветер в борт лодки. Это очень хороший курс для такого ветра. Вперед! Рамкей. Я думаю, сейчас за островок-то выйдем, и ветер-то добавится. Но зато сейчас есть возможность поснимать отовсюду. Сосед мой тоже решил передвинуться, это правильно. Интересно, они туда же, куда и я. Здесь вариантов-то немного для них. Лонг-Айленд, вариант Экзумас и Кет Айленд. В 8 утра. Ну и стоило выйти за остров. Ветер 23, скорость, соответственно, 8,7. А мой сосед, похоже, возвращается на Экзумов. Три, 9,4, 9,5. И при этом какая прикольная волна. И длинные, высокие волны.
периодом, наверное, 20 секунд. Огромные такие волны, метров 5-7. Ладно. Вот оно счастье-то где. И даже пришлось убавить немножко геную, потому что ветер стал как-то сильно за 25 переходить. Вау, какие волны просто. Но в волнах самое главное это не высота, а длина волны. То есть, если длина волны большая, они мягенько поднимут, нежно опустят. А вот и Conception Island, более того, он и волны закрыл. Вот эти большие такие длинные волны, они кончились. Прикольно. То есть мне осталось еще совсем чуть-чуть, как бы 32 мили до самого острова. Вот он здесь. И отсюда где-нибудь вот здесь якорная стоянка еще 10 миль. И что хорошо, здесь настолько защищенное вот это все от ветров. Здесь должно быть супер комфортно, просто вот гладкая тихая водичка. Надеюсь. Кораблик на горизонте норвежской принцессы. Но хорошо позволяет понять высоту волн. Опа, и скрылся он. Нет кораблика, нет кораблика. Есть кораблик. Ну вот показался и Кэт-Айленд. Должен сказать, что оставшаяся часть маршрута прошла совершенно спокойно, без каких-то достойных внимания событий. Я даже вздремнул слегка. В общем, план такой. Здесь поворот и подняться сюда. Мне кажется, по расстоянию, если это все так замерить, вот это будет сколько у нас? Я думаю, еще миль таки 10. Да? Так что все как и предполагалось. Есть такая маленькая штучка, называется Тартар-банк. Здесь становится глубина 10 метров. То есть вокруг километр, 1,5 километра, а здесь 10 метров. Такая штучка торчит из океана. Ее обойти хорошо бы со стороны ветра и подальше. Обычно именно такие образования и есть источник больших непредсказуемых волн. Вот так все выглядит внизу. Очень тихо, комфортно. Я даже подумаю, не начать ли мне готовить ужин. Это Тоша мой. Ну и последние 9 миль все-таки придется на моторе подняться. 14 это практически вот оттуда. Но мотор тоже хорошо. Это и зарядит батарею, и сделает воду, и воду нагреет. Так что часика 1,5 очень даже хорошо. Обратите внимание, какого стала цвета вода. О, yes. Ну вот и он.
Кэт-Айленд. Все путешествие мне заняло 9 часов. $67 миль. Да. Не, ну здесь все выглядит гораздо более жизнерадостным, чем на Арамкее. Вон там какие-то вот призывно смотрящие на нас веранды, столики, люди сидят даже, я вижу. Сегодня я отдыхаю на лодке, а завтра пойду на берег. Кэт-Айленд еще знаменит тем, что это самый высокий остров на Багамах. Типа вот одна из этих маленьких горок, это и есть самая высокая точка. Вот они, рыбы-то где? А вы спрашивали, зачем огоньки под лодкой нужны? Вот для этого.